Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие простые круглые мотивы крючком и соединять их между собой в единое полотно. Для работы я использую нитки Виолет и крючок 1,25. Вязание мотива мы начинаем со скользящей петли. Вокруг указательного пальца обкручиваем рабочую ниточку. Вводим крючок, захватываем вот таким образом нить и снимаем полученное колечко с пальца. Вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. Теперь провязываем еще одну воздушную петлю для арки и в полученное колечко вяжем столбик с одним накидом. Вяжем одну воздушную петлю, в колечко снова провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, снова в кольцо вяжем столбик с одним накидом. Таким образом мы вяжем до тех пор, пока у нас в колечке не окажется 11 столбиков с одним накидом, между которыми мы вязали одну воздушную петлю. 3 воздушные петли подъема мы не считаем. Мы провязали первый, второй, третий столбик, воздушная петля, четвертый, воздушная петля, пятый столбик с одним накидом в кольцо, воздушная петля, шестой, воздушная петля, седьмой столбик, воздушная петля, восьмой, воздушная петля, девятый, воздушная петля, десятый столбик с одним накидом, воздушная петля и 11 столбик с одним накидом. Считаем. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков с одним накидом. Затягиваем скользящую петлю, провязываем еще одну воздушную петельку и заканчиваем наш ряд, провязав соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема в начале ряда. Теперь под первую арку из одной воздушной петли, вот она, мы провязываем соединительный столбик. Вяжем 3 воздушные петли подъема и под эту же арочку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и сюда же вяжем второй столбик. 3 воздушные петли. Под следующую арку из одной воздушной петли провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 3 воздушные петли. Под следующую арку из одной воздушной петли предыдущего ряда вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий столбик. Снова повторяем. 3 воздушные петли. Под следующую арочку из одной воздушной петли вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Таким образом мы повторяем вязание до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под все арки из одной воздушной петли мы провязали по 3 столбика с одним накидом. Между ними 3 воздушные петли. И вот в конце ряда нам тоже нужно провязать арочку из 3 воздушных петель, но мы разделим ее на одну воздушную петлю и полустолбик в третью воздушную петлю подъема. Вот она. Провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие столбик с одним накидом. Вяжем еще 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая воздушная петля – это петли арки.
Делаем накид на крючок и под следующую арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Снова 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Под следующую арку из 3 воздушных петель вяжем столбик с накидом. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Под следующую арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Снова повторяем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Под следующую арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда мы вяжем столбик с одним накидом. Вот что получается, и таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда под последнюю арку из 3 воздушных петель мы провязали столбик с одним накидом. В конце ряда вяжем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема в начале ряда. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, заменяющие столбик с одним накидом. И в ту же третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика с одним накидом, не довязывая их. Первый столбик не довязали, накид на крючок, в ту же петельку вяжем второй столбик недовязанный. На крючке 3 петли провязываем вместе за один прием. Мы выполнили 3 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Вяжем 3 воздушные петли и в ту же воздушную петлю, третью воздушную петлю подъема мы провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Вяжем первый столбик, не довязываем, накид, второй столбик, не довязываем, накид, третий столбик, не довязываем. На крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. 3 воздушные петли. Теперь в предыдущем ряду у нас столбик с одним накидом. Вершину этого столбика мы провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием и вершиной. Первый столбик, сюда же вяжем второй столбик, не довязываем, и сюда же третий столбик не довязываем. На крючке 4 петли провязываем вместе, выполняя общую вершину. 3 воздушные петли. И в тот же столбик, вершину того же столбика, мы вяжем еще 3 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Первый столбик не довязали, второй столбик не довязали, и сюда же вяжем третий столбик, не довязываем. На крючке 4 петли провязываем вместе. 3 воздушные петли. Теперь у нас следующий столбик предыдущего ряда. В него точно так же провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Первый, второй, третий. 4 петли на крючке провязываем вместе, выполняя общую вершину. 3 воздушные петли. И вершину того же столбика провязываем еще 3 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Таким образом мы продолжаем вязать до конца ряда. Вершины столбиков с одним накидом мы провязываем вот такие фрагменты из 3 столбиков с одним накидом с общим основанием и вершиной. И между этими фрагментами мы вяжем по 3 воздушные петли. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязали 3 воздушные петли и вяжем соединительный столбик вот сюда, вершину первых 3 столбиков с общей вершиной. Под 3 петельки заводим крючок и провязываем соединительный столбик. Далее провязываем соединительный столбик под арку из 3 воздушных петель. Вяжем 1 воздушную петлю подъема. И под эту же арочку провязываем 2 столбика без накида. Первый и второй.
4 воздушные петли, первая, вторая, третья, четвертая. Вводим крючок в вершину последнего столбика без накида, который мы провязали, и провязываем столбик без накида. Заводили крючок мы под 2 петельки. И под эту же арочку из 3 воздушных петель мы вяжем еще 2 столбика без накида. Под следующую арку из 3 воздушных петель повторяем. Вяжем 2 столбика без накида, 4 воздушные петли, вводим крючок в вершину последнего столбика вот так вот под 2 петельки и провязываем столбик без накида. Под эту же арку вяжем еще 2 столбика без накида. Под следующую арочку повторяем. Вяжем 2 столбика без накида, 4 воздушные петли, формируем пико, вершину столбика под 2 петельки провязываем столбик без накида и под эту же арочку вяжем еще 2 столбика без накида. Под следующую арку вяжем точно так же 2 столбика без накида, 4 воздушные петли, формируем пико и под эту же арку вяжем еще 2 столбика без накида. Таким образом мы продолжаем обвязывать все арки нашего мотива. Обвязали последнюю арку из 3 воздушных петель столбиками без накида с пико. И заканчиваем ряд, провязывая соединительный столбик в вершину первого столбика без накида в начале ряда. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотив у нас получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой в единое полотно. Я уже соединила между собой 2 мотива. Мотивы соединяются между собой за пико из 4 воздушных петель. И по одной стороне нам нужно соединить мотивчики за 3 пико. Будьте внимательны, соединяются мотивы за вот первая точка соединения, это пико, который находится между вот этими элементами из 3 столбиков с одним накидом с общим основанием и вершиной. Потом у нас пико, которое над свободной аркой, и третье пико, то, которое тоже находится между вот этими вот фрагментами из 3 столбиков с одним накидом с общим основанием и вершиной. Сейчас мы с вами будем присоединять сюда мотив. И от последнего соединения по этой стороне мы отсчитываем первое пико, второе, третье и четвертое. Вот это вот будет первая точка присоединения. Первая, вторая, третья. Это пико остается свободным. Здесь мы свяжем свободное пико, оно никуда не будет присоединяться. Далее это пико пропускаем. Четвертая, пятая и шестая точка присоединения. Я вяжу следующий мотив. Вот обвязываю я арки из 3 воздушных петель. И до конца ряда, так как я присоединяюсь по 2 сторонам, я не довязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 арок. Будьте внимательны, при соединении мы начинаем с той арки, которая находится между вот этими фрагментами. Я вяжу последний ряд. Вот моя арочка. Провязываем под нее 2 столбика без накида. Теперь пико из 4 воздушных петель мы разделяем на 2 воздушные петли. Вытягиваем крючок из петельки и находим первую точку присоединения. Помним, от последней точки соединения этих 2 мотивов мы отсчитываем первое, второе, третье, четвертое пико. Берем вот таким вот образом мотивы. Вводим крючок прямо в пико, мы никаких воздушных петель центральных не ищем. Захватываем петельку мотива, присоединяемся, мотива, который вяжем. Довязываем еще 2 воздушные петли, формируем пико. И под эту же арку мы провязываем еще 2 столбика без накида. Под следующую арку вяжем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли.
Присоединяемся к соседнему мотиву. Вот находим второе пико, вторая точка присоединения. Вводим крючок. Захватываем петлю мотива, который вяжем. Присоединяемся. Вяжем еще 2 воздушные петли. Формируем пико. И под эту же арку вяжем еще 2 столбика без накида. Под следующую арочку провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли. Смотрим на наши мотивчики. Вот третья точка присоединения. Вводим крючок в пико, присоединяемся, вяжем еще 2 воздушные петли, сформируем пико. И под эту же арку провязываем еще 2 столбика без накида. Мы присоединились по одной стороне. Следующая арка у нас обвязывается, и пико никуда не присоединяется. Вяжем 2 столбика без накида под арочку, 4 воздушные петли. Формируем пико. И под эту же арку вяжем еще 2 столбика без накида. Следующая арочка, и мы начинаем присоединение по второй стороне. Под арку вяжем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, вытягиваем крючок из петельки, смотрим. Вот, пропустили это пико, пропустили это пико. И вот наша следующая точка присоединения. Вводим крючок, присоединяемся. Вяжем 2 воздушные петли, формируем пико. И под эту же арочку вяжем 2 столбика без накида. Вот, обратите внимание, что у нас в центре 3 несоединенных между собой пико. Обвязываем следующую арку, вяжем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли. Присоединяемся к соседнему мотиву. Вот следующая точка присоединения. Вяжем 2 воздушные петли. Формируем пико. И под эту же арку вяжем 2 столбика без накида. Под следующую арочку точно так же провязываем 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, вытягиваем крючок, и вот наша третья точка присоединения по второй стороне. Присоединяемся, довязываем 2 воздушные петли, формируем пико, и под эту же арку вяжем еще 2 столбика без накида. Мы присоединились в 6 точках, так как нам нужно было, по 2 сторонам. И теперь просто довязываем мотив, никуда не присоединяясь. Осталась одна арка, провязываем 2 столбика без накида, 4 воздушные петли, формируем пико. Под эту же арочку вяжем еще 2 столбика без накида. И соединительный столбик в вершину первого столбика без накида в начале ряда. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик, прячем в мотив. Вот такие красивые круглые мотивы у нас получились. И вот так выглядят места их соединения между собой. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.